Всем привет, с вами Виктория Ню. Это видеообзор на гель-краски для стемпинга от Beauty Lux с их официального магазина на AliExpress. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра. Также хочу поделиться с вами нюансами при работе с гель-красками, но обо всем по порядку. Итак, в каждой пластиковой баночке по 6 грамм продукта. На баночке указан номер гель-краски, а также состав, срок годности нигде не указан. Цветная наклейка поможет определить цвет гель-краски в закрытой баночке. Каждая баночка была зафольгирована при транспортировке, гель-краска для стемпинга не протекла. Консистенция у гель-красок плотная, вязкая, густая. Из-за консистенции поначалу мне казалось, что с данными красками мне будет сложно работать, но на деле все оказалось намного проще. И именно за счет своей консистенции гель-краска на силиконовом штампе не скатывается. Рисунок с пластины для стемпинга на штамп отпечатывается просто идеально. И после 2-секундной просушки рисунка на штампе он также идеально переносится на типс. После отпечатывания первого рисунка на штампе остается достаточно краски для того, чтобы отпечатать еще один рисунок. Правда, второй отпечаток уже не такой яркий и насыщенный. На сегодняшний день в коллекции гель-красок для стемпинга от Beauty Lux представлено 14 цветов, и все они хорошо пигментированы, кроме одного. Все цвета, кроме 0,7, как по мне, и на белой, и на черной подложке смотрятся просто отлично. Отличная пигментация, хорошая консистенция. В общем, на сегодняшний день с AliExpress, пожалуй, для меня это самые комфортные в работе гель-краски для стемпинга. Конечно, хорошая пигментация в подобных продуктах – это, пожалуй, самый основной критерий, но в данных гель-красках для стемпинга я еще не раз буду упоминать о хорошей и правильной консистенции. Все дело в том, что работая именно с гель-красками для стемпинга, мы сталкиваемся с тем, что отпечатанный рисунок скатывается на штампе. В таких случаях, как правило, мы стараемся быстрее подсушить рисунок в лампе. Ну так вот, с данными гель-красками для стемпинга такой жесткой необходимости нет, поэтому торопиться особо никуда не нужно. Насколько пигментированы гель-краски, вы и сами можете видеть на своих экранах, как я уже сказала, кроме цвета под номером 07. В стемпинге на белой подложке этот цвет смотрится неплохо, но вот на черной подложке цвет практически не виден. Но этому оттенку красного в коллекции Beauty Lux есть альтернатива, и вы сами в этом позднее убедитесь. Отпечатанные рисунки я полимеризовала в 24-ваттной гибридной лампе в течение минуты, все отлично просохло. Как вы знаете, рисовать я особо не умею, поэтому я люблю стемпинг. Ну, конечно, я немного попробовала, и у меня ничего не получилось. Как по мне, из-за своей плотности данные гель-краски для рисования не подходят, а за счет своей хорошей пигментации более толстый слой краски плохо просыхает в лампе. Но, конечно же, если вы не прочь заморочиться, данные гель-краски можно разбавить гель-топом, тогда они вполне подойдут для рисования. После полимеризации чувствуется незначительный дисперсионный слой, к которому легко пристанут втирки либо пигменты. Особенно хочу обратить ваше внимание на белую и черную гель-краску для стемпинга из данной коллекции. Идеальный черный и кипельно-белый, ни малейшего намека на подтон. Мы с вами знаем, что стемпинг-рисунки очень тонкие, но вы только посмотрите, какая шикарная пигментация у данных гель-красок для стемпинга. И вот мы с вами плавно подошли к последнему цвету из данной коллекции под номером 14. Это и есть та самая альтернатива 07 цвету. И это, на мой взгляд, шикарная красная гель-краска для стемпинга. Если мне нужно отпечатать один и тот же рисунок гель-краской несколько раз, каждый раз после отпечатывания пластину я не очищаю. Это заметно сокращает расход материала. И даже если гель-краска не скатывается на силиконовом штампе, я все равно подсушиваю немного ее в лампе. Это я делаю для того, чтобы при переносе рисунка со штампа на ноготок или типс сам рисунок не смазался, да и цвет после 2-секундной полимеризации более яркий. И вот сами посмотрите, как шикарно смотрится красный под номером 14 и на белой, и на черной подложке. Ну а теперь давайте поговорим о нюансах. Гель-краску мы наносим на весь рисунок, который хотим отпечатать. Затем одним движением скребка убираем лишнюю краску с пластины для стемпинга и переносим рисунок на штамп. Тут главное хорошо убрать лишнюю краску для того, чтобы рисунок был четким. Полимеризуем в лампе в течение 2 секунд и можно переносить рисунок со штампа на ноготок. Для работы вам также понадобится жидкий латекс. Если его нет, то перед полимеризацией вам нужно будет очистить кожу вокруг ноготка от гель-краски.
Полимеризую стемпинг рисунок 24-ваттной гибридной лампе в течение минуты, перекрываю дизайн топом и все, готово. Возможно, у кого-то возникнет вопрос, почему одно движение скребком и как убрать лишнюю гель-краску с пластины для стемпинга так, чтобы рисунок отпечатался четко, без лишней грязи. Во-первых, как я уже говорила, гель-краску мы наносим на весь рисунок, который хотим отпечатать. Во-вторых, если мы будем скрапером убирать лишнюю гель-краску с пластины в разные стороны, то гель-краска по пластине только размажется. И на штамп перенесется не только рисунок, но и как бы размытый фон, лишняя гель-краска. Помимо рисунка на штампе вы также увидите и разводы, которые нам вообще не нужны. Лично у меня лучше всего получается удалить лишнюю гель-краску с пластины, если я делаю движение скребком не вдоль, не поперек, а по диагонали. При этом я сильнее давлю скребком на пластину. Если я работаю с обычными лаками для стемпинга, как правило, таких усилий я не прилагаю. И вот идеально отпечатанный рисунок, вплоть до мельчайших точек. 2-секундная полимеризация и можно переносить рисунок на типс. Правильная консистенция и плотность у данных гель-красок для стемпинга позволяет особо не торопиться с 2-секундной полимеризацией. И вы только посмотрите, насколько идеальным получается отштампованный рисунок. Как я уже говорила, после отпечатывания рисунка на штампе остается еще достаточно гель-краски для того, чтобы отпечатать еще один рисунок. Но только он уже будет не такой яркий и насыщенный. Вот такой обзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. А если я была для вас хоть чем-то полезна, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!